Всех приветствую, биткоин уже практически месяц находится в боковике, на сегодняшний день уже 29-й день мы не выходим из этой проторговки. Давайте посмотрим, что произошло за это время, куда ожидать дальнейшее движение. Глянем на новостной фон, он, кстати говоря, достаточно выраженный и о многом может нам сказать. Ну и, конечно же, озвучу свое мнение, что лично я собираюсь делать с битком в плане покупки и продажи. Пожалуй, начну с графиков лонгов и шортов, точнее ликвидации этих позиций. И здесь ярко выраженное увеличение объема ликвидации лонгов. Обычно такие большие объемы бывают на сильном нисходящем движении, но его у нас не было. То есть налипло столько лонгов, что даже маломальское какое-то движение, небольшое, без перелоя, вызывает просто гигантский ажиотаж. О чем это может говорить? О том, что с большей вероятностью это нисходящее движение может быть продолжено. Если же посмотреть на шортовые ликвидации, то их все меньше и меньше. Мы даже сделали небольшой перехай, а ликвидации не увеличились. Мы снова переключаемся на график лонговых ликвидаций, и хочется сказать, что для того, чтобы сформировать движение наверх, необходимо увидеть вот что-то подобное. То есть перелой, но ликвидации будет меньше. Сейчас пока такого нет, поэтому данный график говорит за то, что мы все-таки сходим еще разок пониже. Давайте пробежимся по новостям и заранее скажу, они у нас все как на подбор негативные. И это нам говорит о том, что не собираются людей пока загонять в биткоин. Хотят, чтобы как можно больше людей было вытряхнуто из биржи. И вот одна из первых новостей, одна из главных за последнее время. Комиссия по ценным бумагам США SEC расследует продажу токенов BNB в 2017 году. BNB это токен самой крупнейшей биржи Binance. Регулятор оценит, не было ли это незарегистрированным предложением ценных бумаг. Если это так, то оно, конечно же, должно было быть зарегистрировано у регулятора. Если ICO Binance действительно признают незарегистрированной продажей ценных бумаг, то бирже грозят масштабные штрафы. На данный момент BNB является аж пятой криптовалютой в мире. Биржа пока не комментирует наезды SEC, но делают акцент на то, что пока это комментировать неуместно, и продолжают тесно сотрудничать со всеми регулирующими органами из многих стран. Окончательного решения SEC пока не принято, что еще раз говорит, что это может быть всего лишь вбросом негативным ради громкого заголовка. В чем здесь громкий заголовок, скажете? Это аналогичная ситуация той, что сейчас происходит с XRP. Ripple. И эта история, этот суд с SEC и Ripple длится уже несколько лет. Из-за претензий комиссии по ценным бумагам к XRP цена этого токена просто обваливалась. Поэтому если будет подтверждение, пугает тем, что и BNB ждет такой же обвал. Следующая новость тоже касается Binance, и она тоже очень негативная. Через Binance было отмыто по меньшей мере почти $2,5 миллиарда. Об этом заявляет Reuters. Они опубликовали расследование деятельности крупнейшей криптобиржи мира за последние 5 лет. Они якобы проанализировали судебные протоколы, связались с правоохранительными органами, а также заказывали анализ блокчейна. В общем, они пришли к выводу, что через Binance прогоняли крипту, которой пользовались хакеры из группы Lazarus. Также якобы там была крипта из взломанной биржи Etherbase, словацкой криптобиржи, и крипта с торговой площадки в Даркнете Hydra. Кому интересно, можете почитать подробности, поставить на паузу, но вся фишка в том, что Binance сразу же выкатили опровержение. Они на своем сайте опубликовали статью, блог, в котором назвали все это мифом. Как они пишут, миф об отмывании криптоденег и машина, работающая сверхурочно, чтобы продать ложный нарратив. То есть они заявляют, что все это чушь, все это бред, и никаким отмывом бабок они не занимались. Статья также достаточно длинная, можете почитать ее на бирже Binance в разделе блогов, она на английском языке в оригинале, но можно перевести в Google Translate. В доказательство они приводят выдержки из переписки с журналистами Рейтера, в которой подробно рассказывают о ходе дела. Еще одна негативная новость — это против криптовалютной биржи Gemini подан очередной судебный иск. То есть еще на одну крупнейшую биржу осуществляют наезд, и именно в последние дни, когда мы находимся на предполагаемом дне. На этот раз на них наехала компания по управлению пенсионными счетами в цифровых активах. А 3 дня до этого на них наезжала комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC. И здесь обвинение немного другое, не как у Binance. Там они считали, что была отмывка грязной крипты,
Здесь же просто кража на сумму $36 миллионов. Заявляется, что Gemini не исполнила ключевые обязательства по обеспечению должной безопасности, переданных ей на хранение криптоактивов. Кроме того, на бирже не удалось заблокировать учетные записи сразу после инцидента. Это позволило преступникам продолжать переводить средства со счетов клиентов, даже после того, как компания уведомила биржу о взломе. Следующая негативная новость, и все как под копирку в последние дни, на этот раз из США, майнерам приготовиться. Так написано в заголовке. В США объявили чрезвычайное положение из-за нехватки электроэнергии. То есть бьют по крупнейшим биржам. Теперь у нас негатив для майнеров. Американский президент Байден объявил в стране чрезвычайное положение из-за недостатка энергогенерирующих мощностей, что может негативно отразиться на деятельности местных майнеров. Как следует из заявления президента, даже отдельные перебои в подаче электричества могут иметь катастрофические последствия для экономики и национальной безопасности. Всю вину сваливают на климат, якобы из-за экстремальных погодных условий. Например, в некоторых регионах страны из-за засухи наблюдается сильный дефицит электроэнергии, при этом спрос постоянно растет. И в общем, если наступит какая-то критическая ситуация, майнеров отрубят в первую очередь. Еще негатива вам подвезли Япония на этот раз. В этой стране криптовалюту внесут в закон о конфискации активов. Опять-таки это просто пока предложение, но стоит заметить, что именно в эти дни предложение выкатили. Это еще не закон, но предлагается позволить правоохранительным органам изымать крипту, связанную с преступной деятельностью. Продолжаем подборку негатива со всего мира, и вот у нас уже Австралия отличилась. Криптомошенники обманули австралийских инвесторов на $80 миллионов. Статья достаточно классическая, но время выбрано достаточно странное. Именно сейчас, когда негатив льется со всех сторон, еще раз напоминают, что существуют такие люди, которые верят мошенникам. И ведь обманывают не только в криптовалютной сфере, воруют также и австралийские доллары, и обычные доллары, ну и крипту, естественно. Мошенники существуют везде, но выкатывают о больших потерях именно в криптосфере. Ну и популярная, кто-то считает игра, кто-то считает средство заработка, монета, либо пирамида, StepN. Этот проект подвергся DDoS-атаке, который нарушил работу их системы. Сбой был, конечно же, временный и привел он к ошибочному удалению пользователей с платформы, как ботов. То есть человек внес дофига бабла, ходил, пыхтел, потел, а его просто снесли из-за ошибки. Как они пишут, за последние часы мы подверглись множеству DDoS-атак. Защита серверов и восстановление могут занять от 1 до 12 часов. Мы рекомендуем вам немного отдохнуть во время технического обслуживания, иначе тренировки могут быть записаны неправильно. Что касается самого этого проекта и приложения, я уже высказывался, по мне так это обычная пирамида. График мы также рассматривали в последних видосах, и там у нас нисходящее движение, которое пока еще не остановлено, но и с их стороны, с одной из самой популярной криптоигры, так сказать, подтаскивают негатива. Вы думали, на этом все, но нет. Гонконг теперь у нас еще хочет классифицировать NFT как регулируемые ценные бумаги. Это также предложение, однако выкатили его опять-таки только сейчас, чтобы, так сказать, Fat News наполнил все информационное пространство. В общем, согласно заявлению регуляторов, NFT в целом не подпадает под регулирующую компетенцию CFC. Это комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. К ним относятся NFT, созданные как подлинные цифровые представления предметов коллекционирования, таких как цифровые изображения, произведения искусства, музыка и видео. Комиссия заявляет, что есть NFT, которые пересекают границу, озвученную выше. Некоторые NFT, например, являются взаимозаменяемыми, что делает их похожими на ценные бумаги или схемы коллективного инвестирования. В общем, вот такой фат вброс. О чем это может говорить? Когда цена разгоняется и находится на хаях, выходит большинство новостей, конечно же, положительных. Людей заманивают как только можно, чтобы они покупали. Когда цена летит вниз, когда надо вытряхнуть всех из рынка, выходят негативные новости, и как раз сейчас такой момент. То есть это не момент, в который хотят заманить, это момент, когда хотят вытряхнуть тебя из рынка. И что сейчас может произойти на этом фоне? Самым логичным вариантом было бы накачать негативными новостями, походить в боковике, а потом еще раз как следует долбануть, сбить стопы, напугать еще раз всех как следует и уже потом резко развернуться и пойти наверх, чтобы никто не успел опомниться и залетали уже по более высоким ценам.
Если же, конечно же, кто-то и осмелится залетать. Но давайте посмотрим чуть поближе, на 4-часовике глянем. И скажу, что сегодня я решил делать с биткоином. Долго я не выпускал видосы, и не просто так, потому что ничего не было интересного на крипторынке. Вот этот рост, он был недостаточным для того, чтобы входить в рынок, а вот этот уже вполне себе так выглядит перспективно. Мы полетели вниз, давление продавца здесь достаточно сильное, но здесь есть вот такая штука. Вот это все движение с одной стороны боковик, но лои-то у нас повышаются, хаи также повышаются. И здесь у нас восходящий канал, тренд у нас восходящий. И что сделал я? Я сегодня вот на этом движении, вот здесь как раз таки купил. Купил я без стопа, потому что у нас ожидается вот такое снижение. И оно, кстати, ожидается очень многими. Многие сейчас сидят и ждут, когда же будет возможность закупиться еще ниже. Однако этой возможности вполне может и не быть. Поэтому я начал закупать здесь и при достижении цены еще ниже также буду подбирать биток. Это у меня, можно сказать, такая инвестиционная часть депозита. Вот эти штуки можно удалять из проторговки, которые мы наблюдали ранее, выбились как раз до зоны, которую я отметил наверху. Нижняя зона также пока активна, это пока наш локальный лой. Ну и куда мы можем сходить ниже? Это именно в эту зону. Это первая цель для того, чтобы снести здесь стопы. Но вообще еще одна хорошая цель, это на недельном таймфрейме. 200-я скользящая, от которой мы можем бодро отлететь. Как раз она у нас в данный момент находится на уровне в 22 500. Если мы и полетим вниз, то вот эта, с одной стороны, маленькая желтенькая линия может удержать все это падение. Но, еще раз повторю, негативом давят, лонги у нас за то, чтобы еще сделать один перелой, но локальный тренд восходящий, и мы можем развернуться уже с текущих, потому что дальнейшего снижения, перелоя ждет очень большое количество человек. Поэтому я взял как здесь, так и оставил на то, чтобы закупиться пониже. Ну а глобально здесь у нас по-прежнему предположительно развивается волна 4, которая состоит из волн А, Б, С, и мы находимся в завершающей стадии волны С, после которой нас ждет еще одна волна более старшего порядка, волна 5. И ее минимальная зона — это наши хаи в районе 67 тысяч. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на Telegram. Всем удачной торговли и счастливо!